Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу о том, как на операционную систему Linux Ubuntu версии 20.04 установить DNS-сервер и как его настроить. Сначала настроим DNS-сервер как перенаправляющий, а затем как управляющий определенной базой данных имен. Итак, установка. Установка делается с помощью командной строки. Вот запускаем терминал и запускаем команду установки. Sudo apt install bind9. bind9. Пароль. Да, прошел процесс. Хочу сказать, что DNS-сервер в Linux называется как bind. И на текущий момент уже версия 9. Итак, установка отработала. Да, теперь делаем проверочку. Для проверки мы клацаем на проводное соединение, на параметры. И в качестве DNS-сервера указываем не чужой какой-то DNS-сервер, а указываем свой. 192. То есть вот эта вот запись, которая здесь, вот она должна быть вот здесь. После этого жмем применить. Вот передергиваем сеть, выключили, включили. Вот и после этого, собственно, делаем проверку командой ping. Давайте сразу команда nslookup, да, nslookup. Команда nslookup. И хоть хотим какое-то имя разрешить. Ну, допустим, ua.fm, да, вот, не может, да, и .ua, вот, тоже не хочет. Так, еще раз пробуем, да, и.ua, раз, и, два, и, да, через 2 секунды разрешение заработало, да, вот, но давайте ua.fm проверим, да, раз, и, два, и, да, от этого не хочет все-таки. Итак, 2 секунды. Через 2 секунды вот наш символьный адрес i.ua в IP разрешил наконец-то. Сейчас мы его настроим, чтобы он был перенаправляющий, вот, кеширующий. Вот, выходим, да, вышли из nslookup. Вот. Для чего так делается? Для того, чтобы на сервер, на который на DNS, не ложилась большая нагрузка. Дело в том, что когда мы заставляем сервер делать преобразования из символьных имен в IP, вот, то в этом случае он включает рекурсивную, значит, преобразование. Обращается к одному серверу, к другому, к третьему, пока наконец не выдаст результат. Если же мы его настроим как перенаправляющий, то он, соответственно, наши запросы будут перенаправлять на какой-то другой сервер. Вот, и только получать ответы от этого другого сервера. А всю работу по разрешению имени, вот рекурсивные запросы, будет делать этот другой сервер. Таким образом, нагрузка на нас DNS-сервер, собственно, уменьшается. Вот. Итак, для того, чтобы настроить его как кеширующий, перенаправляющий, нужно отредактировать специальный конфигурационный файлик. Называется etc bind named conf options. Вот. Запускаем, значит, редактор nano с правами администратора. Sudo nano etc bind и вводим имя файлика. Named conf options. Named conf options. Запускаем. Признаком того, что, собственно, мы с файлом не ошиблись, здесь должна быть предустановки. И мы здесь вводим, собственно, параметры. Да, можно прямо внизу эти параметры ввести, можно здесь отредактировать. Вот уже есть, собственно, параметр forwarders. Мы просто удаляем комментарии, вот первую строчку, да, удаляем комментарии вторую строчку и вместо IP-адреса 4.0 вот вводим IP-адрес сервера, на который хотим перенаправлять. Пусть это будет IP-адрес, собственно, Google 4 восьмерки. Вот сюда вобьем. Дальше. Снимаем комментарий. Итак, блок для перенаправления мы настроили. Вот и сейчас блок делаем, значит, по каким IP-адресам будем это самое делать прослушку. Вот, в данном случае мы
Вводим такой параметр, как listen on. Listen on. Просто, вернее, listen. Да, нет, listen on. Listen on. Открываем скобку и указываем IP-адреса, по которым будем делать прослушивание. Это прежде всего свой собственный адрес. 127. Вводим адрес локальной петли. В конце ставим точку запятую. И указываем адрес IP нашего интерфейса. Значит, он был 192.168.7.222. Да, ставим точка запятой. Дальше закрываем скобку. Закрываем скобку и после закрытия скобки ставим точку запятой. Так, вот эту вот закрывающую скобку тоже переносим вниз. Итак, настроили. Осталось только сохранить. Ctrl-O, Ctrl-X вышли. И необходимо сейчас bin сервер перезагрузить. Sudo, команда sudo service. Sudo service bin 9. Bin 9 restart. Bin 9 restart. Так, отработал. Вот сейчас делаем опять-таки команду nslookup. Команда nslookup. Делаем преобразование. Ну, допустим, intel.ru, да, intel.ru. Раз и. То есть даже меньше, чем 1 секунда отработала, да. Вот если у нас в предыдущем случае 2 секунды преобразование было, сейчас меньше секунды. Давайте другой возьмем, да. Microsoft, допустим, com, условно говоря, com. Раз. Вот, буквально меньше доли секунды занимает преобразование. Почему? Потому что уже не наш сервер начинает этим заниматься, а этим заниматься сервер, на который мы сделали перенаправление. То есть гугловский сервер. Итак, для того, чтобы сделать перенаправляющий кеширующий сервер, необходимо прописать параметры в файле etc-bin named conf options. Теперь идем дальше. Если мы хотим, значит, здесь создать свою собственную базу данных имен и хотим, чтобы DNS-сервер, собственно, этой базой данных имен управлял. Вот. Для этого необходимо отредактировать конфигурационный файл под названием etc-bin named conf local. Вот. Выходим из nslookup. Запускаем sudo nano etc bind и вводим название файлика named conf local. Named conf local. Вот он, как выглядит этот файлик. И здесь мы вводим, значит, строчку, которая будет описывать нашу зону, то есть нашу базу данных имен. Вводим зоны. Указываем имя зоны. Пусть это будет, например, фирма там ООО. Да? ООО. Да. Название которого нет в интернете. Вот, но которое для примера вот будем использовать. Фирма ООО. Дальше открываем скобку. Следующий параметр вводим тип. Какая-то будет зона. То есть type master. То есть это будет основная зона. Ставим точку запятую. И следующий параметр мы указываем ссылочку, где будет храниться файл, который будет описывать эту зону. Ставим аргумент файл и указываем в кавычках ссылочку, где будет, значит, этот файл находиться. Он будет находиться в каталоге etc-bind. И дальше файлик будет называться db фирма ООО. db фирма
ООО. Опять-таки имя можно выбрать произвольно. Я бы выбрал вот DB фирма ООО. После этого ставим точку с запятой, закрываем скобку, ставим точку с запятой. И после этого сохраняем Ctrl-O и Ctrl-C. Ой, Ctrl-X выход. А также, значит, стопанем наш DNS сервер, да, стоп. Дадим ему команду стоп. Остановили. Теперь необходимо создать конфигурационный файл под названием etc bind db фирма ООО и прописать там параметры. Вот. Лучше всего, конечно же, сделать, значит, его скопировать с другого файла. Есть специальный файлик, называется etc bind db local. Вот. И лучше наш файл под названием etc bind db фирма ООО скопировать с этого файлика. Делается это с помощью команды cp, вот, запущенная с правами администратора. Итак, sudo cp, вот, вводим путь к файлу, который мы хотим копировать. Это etc bind db local Вот. И в качестве, значит, аргумента мы указываем имя нашего файла. Это etc bind db фирма ООО. Отработали. Теперь, значит, файл db фирма ООО создался. Теперь мы его открываем на редактирование. Значит, опять-таки с помощью команды sudo nano. С помощью команды sudo nano мы открываем его на редактирование. Sudo nano. Итак, вот он, да, из чего он состоит. И вот мы берем этот файлик и прописываем сюда наши параметры. Значит, прежде всего мы должны знать имя этого компьютера. Имя этого компьютера можно узнать с помощью команды hostname. Команды hostname. Называется имя компьютера Linux. Вот, поэтому, значит, что мы здесь делаем? Мы заменяем вот эту вот строчку inso. Вместо localhost пишем Linux, только в полное имя пишем вместе с доменом. Linux. Так, еще раз смотрим имя. Большой буквы. Linux распознает большие и маленькие буквы. Linux. Фирма. ООО. А также здесь делаем замену, да. root. Linux. Фирма. ООО. Так, здесь мы указываем, собственно, все оставляем по умолчанию. Это параметры в секундах, влияющие на параметры нашей зоны. Вот здесь нам необходимо будет только, опять-таки, поменять localhost на имя нашего сервера. Называется он Linux. Так же, как и сверху. Фирма. ООО. Вот. И здесь необходимо добавить запись Linux. Дальше вводим тип преобразований. У нас он единый в интернете. In. Тип записи A. И здесь вводим IP-адрес компьютера, нашего DNS-сервера 192.168.7.222.
И после этого, собственно, вот наша зона готова, наш DNS-сервер готов. И сейчас мы можем набивать символьные имена и ставить им в соответствие IP-адреса. Ну, например, я хочу взять параметр, значит, имя comp1. Здесь вводим аргумент in, а запись. Вот. И сопоставляю компьютеру comp1 IP-адрес. Например, 192.168.7.201. 201. Дальше. Второе беру имя. Да, например, comp2. Да, ставлю тип разрешения имени in. Тип записи A. И IP-адрес 192.168.7. Ну, пусть будет 202. Ну и пусть будет comp3. Comp3. Тип in. Тип записи A. И IP-адрес 192.168.7.203. Все. После этого сохраняем. Закрываем. И после этого надо, собственно, запустить наш DNS-сервер. Мы раньше дали команду stop, сейчас даем команду start. Все. Итак, DNS-сервер запустился, и он сейчас должен обслуживать не только публичные имена, но и наши собственные. Так, запускаем NSLookup. NSLookup. С помощью команды NSLookup еще раз удостоверяемся, что преобразуются публичные адреса. Вот они. Или, допустим, intel.ru. Да, вот выдается. А также свои собственные. Вот фирма. Да, фирма.ООО. Мы видим, да, ага. Фирма ООО обслуживает только по IP-адресу. Так, видим, что фирма ООО обслуживается по своему собственному адресу обратной петли. Вводим имя сервера, да, Linux, фирма ООО. Видим, что ему сопоставлен адрес 7222. И сейчас вводим название узлов. Допустим, comp1. Видим, что comp1 соответствует адрес 201 в конце. comp2 адрес 202 и comp3 адрес 203. То есть таким образом вот мы управляем своим собственным DNS-сервером, поднятым на операционной системе Linux. Ну, а у меня на сегодня все. Если это видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.